Мужчины, внимание! После 50 в организме запускается процесс, о котором мало кто говорит вслух. Сосуды стареют быстрее, гормоны вырабатываются медленнее, а восстановление падает в 2 раза. Но есть напиток, который, если пить его перед сном, работает как ночной ремонтный отряд. Он не поднимает мужскую силу чудом. Он дает организму то, что тот просит последние 10 лет. Слабо попробовать. Давайте разбираться подробно и обстоятельно. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о мужском здоровье. Впереди еще много важной и полезной информации, которую вам точно стоит знать. Если вам 50 и больше, ваш организм стал как старый дом. Что-то скрипит, что-то течет, где-то давление прыгает, где-то суставы ноют по утрам, спина напоминает о себе после каждого неловкого движения. И вы хотите, чтобы он работал как в 30? Тогда ему нужны правильные строительные материалы, и давать их нужно перед сном, когда начинается ночная стройка. Представьте, что внутри вас сидит усталый прораб, который каждую ночь пытается починить все, что вы сломали за день своими привычками и образом жизни. Вы ему не даете ни материалов, ни инструментов. Хлебнули кофе в 9 вечера и легли спать. А потом удивляетесь, почему утром чувствуете себя разбитым и уставшим, словно и не спали вовсе, а всю ночь разгружали вагоны. Почему именно перед сном, а не утром или в обед? Потому что с 23 часов до 3 ночи организм проходит самые важные фазы восстановления, которые невозможно заменить ничем другим, ни таблетками, ни процедурами. В это время активно работает парасимпатическая нервная система, так называемый режим ремонта, когда тело переключается с активности на глубокое восстановление всех систем. Падает уровень кортизола, главного врага мужских гормонов, который весь день держал организм в напряжении и постоянном стрессе. Улучшается восстановление эндотелия сосудов, той самой внутренней выстилки, которая отвечает за эластичность и здоровье всей сердечно-сосудистой системы. Если дать телу нужные вещества именно перед сном, оно использует их максимально эффективно. Как опытный строитель, который получил качественные материалы точно к началу смены, а не когда работа уже закончена и все разошлись по домам. Первый напиток, который стоит попробовать – магниевый какао. Это не просто вкусный напиток из детства, который напоминает о бабушкиных завтраках, а настоящий ночной охранник для вашего организма. В какао содержится магний, который расслабляет мышцы и значительно снижает выработку стрессовых гормонов, которые мешают нормальному восстановлению. Теобрамин мягко расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение всех органов без исключения, включая те, которые особенно важны для мужского здоровья и функций. Полифенолы уменьшают воспаление, которое с возрастом становится хроническим и незаметно разрушает организм изнутри день за днем. Перед сном это означает меньше ночных пробуждений, более глубокое и качественное восстановление, мягкий положительный эффект на мужскую функцию. И нет, сахаром заливать какао не нужно, мы же не собираемся саботировать всю миссию ради минутного сладкого удовольствия. Используйте натуральный какао-порошок без добавок и подсластителей. Разведите его в теплом молоке или растительной альтернативе. Можете добавить щепотку корицы для приятного вкуса и дополнительной пользы. Пейте за 30-40 минут до сна, чтобы организм успел усвоить все полезные вещества. Второй напиток проще некуда – мед с теплой водой и лимоном. Звучит как бабушкин рецепт от простуды, но современная наука говорит, что это работает гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Мед содержит естественные флавоноиды, которые мягко успокаивают нервную систему и готовят мозг к качественному глубокому сну. Лимон снижает окислительный стресс – один из главных факторов ухудшения сосудистого тонуса у мужчин после 50 лет, который накапливается годами. Теплая вода мягко расширяет периферические сосуды и улучшает циркуляцию крови по всему телу до самых мелких капилляров. Это не афродизиак и не волшебное зелье. Это грамотная подготовка организма ко сну, когда он будет чинить ту самую систему, которая отвечает и за мужское здоровье в том числе. Важно использовать именно теплую воду, а не горячую. При высокой температуре мед теряет значительную часть своих полезных свойств и ферментов. Одной чайной ложки качественного меда и пары долек свежего лимона на стакан воды вполне достаточно для эффекта. Третий напиток – ромашка с микродозой имбиря. Ромашка – это недооцененный чемпион среди вечерних напитков, который большинство мужчин совершенно напрасно игнорируют, считая его слишком мягким и женским. Но серьезные исследования показывают, что ромашка заметно улучшает уровень маркеров воспаления, особенно у мужчин старше 50 лет. Она содержит апигенин – особое вещество, которое связывается с определенными рецепторами в мозге и вызывает расслабление и здоровую сонливость, без побочных эффектов снотворных препаратов. Имбирь добавляем для улучшения микроциркуляции крови.
Он разгоняет кровоток и помогает доставлять питательные вещества до самых мелких капилляров в отдаленных уголках тела. Но здесь важна именно микродоза. Маленький кусочек размером с ноготь мизинца, не больше. Не надо бросать туда кусок имбиря размером с кулак, иначе эффект будет противоположный. Вместо расслабления получите бодрость и серьезные проблемы с засыпанием. Заваривайте ромашку минут 5, добавляйте тертый имбирь в самом конце и пейте приятно теплым. Четвертый напиток – золотое молоко с куркумой. Куркумин, который содержится в куркуме, действительно эффективно снижает воспалительные процессы в организме, что подтверждено огромным количеством научных исследований по всему миру. А хроническое воспаление – это главный скрытый враг всего – суставов, сосудов, простаты, гормонального фона, иммунной системы и даже настроения. С возрастом уровень хронического воспаления неуклонно растет, даже если вы этого совершенно не чувствуете. Оно работает тихо и незаметно, разрушая организм изнутри год за годом. Теплое молоко само по себе улучшает качество сна благодаря содержанию триптофана, важной аминокислоты, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Вместе с куркумой получается мощная комбинация, которая помогает работать антиоксидантом и существенно снижает ночной стресс. Если есть проблемы с лактозой или вы просто не любите обычное молоко, смело берите кокосовое или миндальное, эффект будет такой же хороший. Обязательно добавьте щепотку черного перца, он увеличивает усвоение куркумина в 20 раз. Без перца большая часть куркумы просто пройдет через организм транзитом, не усвоившись. Давайте честно поговорим о том, чего ожидать. За неделю никто не превратится в атлета и не вернет себе здоровье 20-летнего парня. Но изменения будут, и они будут заметны, если вы будете последовательны и терпеливы. В первые 2 дня вы заметите, что легче засыпаете, меньше ворочаетесь в постели, уровень стресса к вечеру снижается, желудок работает спокойнее и не беспокоит ночью неприятными ощущениями. Это организм начинает привыкать к тому, что перед сном он получает поддержку, а не стресс от позднего кофе или тяжелой жирной еды. На 3-й и 5-й день улучшается общий кровоток, сон становится более глубоким и качественным, вы начинаете просыпаться бодрее без ощущения, что по вам проехал грузовик. К 7-му дню эффект накапливается, меньше ночного напряжения, мягкое улучшение показателей давления, повышается общая энергия и настроение днем. И самое важное, возрастает общее качество восстановления, что напрямую влияет на мужскую функцию и самочувствие. Вот почему мужчины после 50, после правильного теплого напитка ночью, восстанавливаются значительно лучше, чем те, кто игнорирует этот простой, но эффективный ритуал. Организм получает наконец-то материалы для ремонта, а не как обычно хлебнул крепкий кофе в 9 вечера, съел бутерброд с колбасой и дальше сам справляйся как хочешь. Ночная смена ремонтников внутри вас работает каждую ночь без выходных и отпусков. Вопрос только в том, даете ли вы им инструменты и материалы, или заставляете работать голыми руками, надеясь на чудо. Теперь важное предостережение, которое нельзя игнорировать ни в коем случае. Любой напиток работает только в рамках общей системы здорового образа жизни. Это не волшебная таблетка и не замена нормальному питанию, физической активности и регулярным медицинским обследованиям. Если есть серьезные сердечно-сосудистые проблемы, диабет, заболевания почек или другие хронические состояния, выбор напитка нужно обязательно обсуждать с лечащим врачом. Некоторые компоненты могут взаимодействовать с лекарствами или быть противопоказаны при определенных состояниях здоровья. Но в целом все перечисленное относится к мягким, безопасным способам улучшить восстановление и качество сна без побочных эффектов и рисков для здоровья. Мы стареем не от цифр в паспорте. Возраст – это просто число, которое ничего не определяет само по себе и не является приговором. Мы стареем от того, что перестаем помогать своему организму восстанавливаться, от того, что игнорируем его сигналы и потребности, от того, что относимся к телу как к машине, которая должна работать вечно, без обслуживания и заботы. Ночь – это бесплатная клиника, которая работает каждый день без выходных праздников и записи. И все, что ей нужно для эффективной работы – немного внимания перед сном, правильные материалы для ремонта и ваше осознанное решение позаботиться о себе сегодня. А какой напиток вы выбрали бы сегодня вечером? Магниевый какао, мед с лимоном, ромашку с имбирем или золотое молоко с куркумой? И хотите ли вы увидеть выпуск про напитки, которые мужчинам после 50 лучше категорически избегать перед сном? Пишите в комментариях, что думаете и какие темы хотели бы разобрать подробнее. Выберем следующий выпуск вместе.